Всем привет! Сегодня проверяем рецепт одной американской школы выпечки, который набрал много положительных отзывов на странице этой школы. Автор этого рецепта обещает очень хороший и быстрый результат хлеба на закваске всего за 3–3,5 часа. Предлагаю сегодня все приготовить по рецепту, как рекомендуется, и посмотреть на результат и обсудить результаты в комментариях. Все ингредиенты для этого рецепта вы сейчас видите на экране, они также будут в описании, и давайте готовить. По этому рецепту нам понадобится 140 грамм зерновой смеси или любые семена, которые вы хотите использовать. У меня сегодня это только семена подсолнечника. Все это нужно будет залить кипятком. Только что вскипел чайник, понадобится кипятка 227 мл. Заливаем все наши семена. Всю эту смесь нужно будет оставить до остывания, и остыть должна жидкость до комнатной температуры. У меня на это ушло примерно полчаса. Нам также понадобится здесь закваска, 454 грамма спелой закваски, она была покормлена и очень активно поднялась в 3 раза у меня. Многие спрашивают, что значит закваска на стадии пика. На стадии пика закваска имеет такую либо поверхность с бугорком, либо ровную поверхность, но она не должна проседать вот таким вот образом. Закваску я достала еще накануне, покормила ее несколько раз вчера и сегодня утром, так, чтобы у меня получилась нужная граммовка. Эту закваску я вывела по методу без выбрасывания. Если вас интересует этот рецепт, я оставлю ссылочку в описании под видео. Эта закваска наиболее близка к закваске 100% влажности, поэтому подходит она по рецептам там, где в ингредиентах написано «закваска 100% влажности». В этом рецепте очень много интересных моментов, которые меня смутили, именно поэтому я его выбрала, чтобы вам показать. Например, один из таких моментов – это огромное количество закваски по отношению к другим ингредиентам. Давайте посмотрим, что дальше получится. Закваску хорошенечко перемешиваем, получается вот такая достаточно густая белая жидкость. Сюда же добавляем дрожжи, пакетик 5 грамм и 2,5 ложки чайной соли. Все снова хорошенечко перемешиваем. Это еще один такой интересный момент, который меня тоже очень сильно смутил. По описанию рецепта было написано, что все ингредиенты просто вилкой смешиваются в одной чашке, без какой-либо этапности, без какой-либо очередности, все одновременно. Сюда же добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Снова все хорошенечко перемешиваем. И затем будем добавлять муку. В описании рецепта было сказано, что благодаря тому, что мы смешиваем закваску и дрожжи, мы получим быстрый результат, но вкус у хлеба будет именно заквасочный, и текстура будет тоже как у хлеба на закваске. Перемешиваем все ингредиенты, ставим снова все на весы и будем измерять муку. По рецепту сюда в тесто у нас идет 200 грамм цельнозерновой муки и 210 грамм обычной белой муки общего назначения. Сразу отвечаю на вопрос по поводу белка. В белой муке у меня белка 11,7, в цельнозерновой 14%. Перемешиваем муку с жидкими ингредиентами. По описанию в рецепте сказано, что мы должны перемешивать все ингредиенты только до тех пор, пока тесто все не соберется в комочек и не получится мягкое и податливое тесто. Никаких упоминаний о длительном вымешивании там нет. А скорее наоборот, написано, что это тесто на закваске, которое не требует длительного вымешивания. В этом рецепте очень много таких моментов, которые вызывают у меня вопросы. Но продолжаем готовить. Мне даже интересно, сколько вы таких моментов, которые вызывают у вас вопросы, вы видите в этом рецепте, и что бы вы сделали по-другому. Напишите в комментариях, я думаю, что и многим будет интересно почитать, и полезно почитать, и я с удовольствием также почитаю. Тесто собралось в комочек достаточно быстро, оно стало мягкое, податливое, прям как описано в рецепте. На этом этапе его рекомендуется положить, накрыть крышкой или пленкой и оставить на подъем до тех пор, пока оно не увеличится хотя бы в 2 раза. Отправляем в теплое место. Тесто у меня поднималось при комнатной температуре на столе, прошло мне 1,5 часа, и оно действительно увеличилось в 2 раза. Присыпаем стол мукой и выкладываем тесто на стол. Тесто выглядит очень мягким и подозрительно рыхлым. Выпускаем из него все образовавшиеся газы и свернем тесто вот таким конвертиком, плотненько. И делаем первоначальную предформовку. Я пытаюсь натянуть края теста как можно плотнее, потому что тесто рыхлое. Округляем по возможности тесто. Сразу вижу, что поверхность теста не натягивается так, как оно обычно натягивается у теста на закваске. Все тесто рыхлое, и поверхность у него тоже очень рыхлая. Для украшения поверхности хлеба понадобится еще 2 столовые ложки любых семян, которые у вас есть в наличии. У меня это чиа-семена, немного кунжута и также немножко семена подсолнечника. Я их выкладываю вот таким небольшим кружочком. Рядом выкладываю хлеб, смачиваю его поверхность водой
И вот таким образом проще всего это сделать, накатив тесто на семена. Из-за того, что я делаю это на пергаментной бумаге, очень удобно под пергаментную бумагу просунуть руку и немного придавить семена к поверхности хлеба. Это, на мой взгляд, один из самых лучших и удобных способов нанесения семян на поверхность хлеба. В рецепте, однако, было написано, что просто смочить поверхность водой и присыпать верх семенами. Перекладываем хлеб вместе с пергаментом в глубокую чашку. Чашка не должна быть широкой и должна иметь хорошие бортики, чтобы хлебу было куда подниматься, но при этом, чтобы хлеб не растекался вширь. Поправляем пергаментную бумагу, укладываем хлеб ровно, накрываем тесто крышкой и оставляем его на вторую расстойку. По рецепту этот хлеб можно выпекать либо в чугунной кастрюле, вот как у меня сейчас на экране вы видите с крышкой, либо можно выпекать его также на противне. Я буду выпекать в кастрюле, поэтому я ее поставлю сейчас в духовой шкаф и начну нагревать духовку до температуры 220 градусов по Цельсию или 425 по Фаренгейту. Мой хлеб уже поднялся. На данный момент рекомендуется, опять-таки по рецепту, сбрызнуть его немного водой и сделать надрезы. Рекомендуется делать 4 надреза. 4 надреза в виде квадрата. Когда я режу хлеб, я уже вижу, что хлеб чересчур у меня мягкий, прям откровенно рыхлый. Разрезы на нем плохо видны, и даже тонкое лезвие очень плохо проходит по тесту, тесто тянется. Отправляю я тесто в горячую кастрюлю, она уже подготовилась и духовка у меня горячая. Еще раз немного сбрызну поверхность хлеба водой, накрываю кастрюлю крышкой и отправляю выпекаться. Выпекается этот хлеб долго, он будет сидеть под крышкой у меня 40 минут, затем крышку нужно будет снять и допечь его еще 10-15 минут. Во время выпекания хлеб начал пахнуть очень вкусно. Как он только нагрелся, запах пошел такой медовые нотки, очень вкусный запах семян, пахло просто безумно вкусно. Здесь я уже открыла крышку и допекаю свой хлеб до готовности. Хлеб у меня приготовился, я дала чуть-чуть ему остыть в кастрюле, и вот такой он получился. Как вы видите, хлеб не очень сильно поднялся. Все его надрезы расплылись, никакого рисунка сверху не видно. Давайте попробуем его разрезать и попробовать. Сверху у хлеба образовалась тонкая хрустящая корочка, а внутри у него такой плотный, но мягкий мякиш. Вот так хлеб выглядит, он плотненький, как многие хлеба. Я, в принципе, люблю такой плотный хлеб, серый или черный. Это меня не пугает, мне такая текстура нравится. Посмотрите, какой он. Попробую оторвать, крошки с него не сыпятся, у него хороший мякиш, тягучий. По текстуре этот хлеб очень приятный, много семян, есть хрустящая корочка, как я уже сказала, но на вкус он кисловатый. Масло немного смягчает эту кислинку и получается более приятный вкус, но тем не менее все равно кислота заметна. Этот хлеб наиболее приятный вкус, на мой взгляд, имеет после тостера. Если его положить в тостер и немножко подсушить хлеб, то получается он более-менее вкусный. Попробую с медом, может быть, мед немножко избавит кислинку. Да, с медом и с маслом немного получше, но тем не менее это на любителя, на тех, кто любит кислинку. В принципе, этот рецепт, скорее всего, найдет своих любителей, он не такой плохой, но я же возьму этот рецепт как основу для приготовления другого хлеба на закваске и исправлю все моменты, которые я увидела в этом рецепте. А мне очень интересно, что бы вы исправили в этом рецепте. Жду ваши комментарии, а я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео.